Бежишь на Запад, просишь убежище, Запад вернет тебя Москве. Это 1970 год. Американцы вернули СССР советского гражданина. Он, как сказать, делал такой прыжок свободы, но его возвратили назад. 2025 год. Людям с российским паспортом отказывают в убежище, их возвращают на родину и из Штатов, и из Европы. Из-за моего гражданства здесь предвзятое отношение подозрительное к россиянам, как вот к возможным диверсантам, шпионам. В этом выпуске об одном человеке, который действительно прыгнул навстречу свободе с корабля на корабль, но потерпел неудачу. Вы категорически отказываетесь вернуться добровольно? Да. И о другом человеке, который отказался воевать и прыгнул из идущего поезда. Его судьба решается прямо сейчас. У меня все хорошо. Я нахожусь в спокойном и безопасном месте. Ну и, конечно, о фейковых борцах за свободу. Ребята, вы с вашими фальшивыми одиночными пикетами, как Шура Балаганов. Ваши рыжие пудри примелькаются, и вас начнут бить. И как понять, кто есть кто. Почти полвека железного занавеса свободно выехать из СССР было невозможно, но постоянно случаются побеги. Ни хореографии, ни оркестров совершенно не существует в России. Есть громкие, вроде Нуреева или Барышникова. Внизу все такое красное. К сожалению, это то, что ожидают от русского ресторана. Невозвращенцев. Артисты не возвращались от гастролей. Но если это не вип-персона, для Запада побег не был новостью. Часто бежали с кораблей. Вот, например, список убежавших только из одной советской республики, Литвы, почти каждый год. Плыли на резиновой лодке через волны. Рисковали не только, кто его поймает, мог бы даже утонуть. В Балтийском море вот один человек убежал. Другие там, моряк выпрыгнул из корабля и поплыл к берегу. И смелость и риск у людей тоже был. Вы все отнимаете, все, что свободное, в чем человек чувствует себя счастливым, все зажимаете, хватит! Я этим сит! Симас Кудирка был радистом на рыболовецком траулере «Советская Литва», который в ноябре 70-го находился у восточного побережья США. К траулеру подошло американское судно береговой охраны. Они там обсуждали правила рыболовства. И Кудирка, пользуясь случаем, перепрыгнул с одного корабля на другой и попросил убежище США. This is the CBS Evening News. A week ago today, off New Bedford, Massachusetts, a crewman from a Soviet fishing boat jumped onto a U.S. Coast Guard cutter and requested asylum. Этот прыжок показался мне настолько метафоричным, символичным и очень кинематографичным. Советский корабль и американский корабль. Две идеологии, две сверхдержавы, а между ними крошечная человеческая фигурка. Гедри Жицките сняла об этом захватывающую документалку, так и называется «Прыжок». Но прыжком дело не закончилось. Американский экипаж не мог решить, что делать с этим. Where do you live? Home. Home, Klaipėda, Litva. Klaipėda, Litva. Litva? Litva, yes. In Russia? No, Russia. No, Klaipėda country. Russia take Litva prisoner. Запрашивают начальство на берегу. Пятница, конец рабочего дня, дальше день благодарения. Никому не хочется заниматься этим. И приказ дают вполне по-советски. Нет человека, нет проблемы. What are we gonna do? I don't understand it, but we're gonna return the man if he defects. Why? We can't do that. That's the decision. Ну и я сказал, что они могут забирать его обратно на советское судно. Они тянут меня за ноги вот так. Тянут и тянут. Черт бы их побрал. И руки отрывают от перил. Я тянусь вверх, хватаюсь за другую. Они снова отбивают. Симас Кудирка делал такой прыжок, сейчас называется свободу, прыжок свободы, но его возвратили назад. Суд в Вильнюсе приговаривает Кудирку к 10 годам. Попытка побега – это измена родине, уголовка. Дали 4 года безнадежных. Симас Кудирка, возможно, мертв, но он не должен быть забыт.
В Штатах демонстрации литовской общины, сочувствующих американцев, даже президента Никсона об этом спрашивают, но он о Кудирке узнал, когда поезд ушел, в смысле, когда корабль уплыл. Что вы думаете о проблеме с перебежчиком, тем литовцем, которого избили на судне береговой охраны? Как я уже говорил, как американец я был возмущен и потрясен тем, что такое могло произойти. В СССР о Кудирке пишет только хроника текущих событий. Подпольное издание, следящее за нарушениями прав человека. А дальше удивительнейший поворот. В Америке находят официальную запись, что мать Кудирки родилась в США. Ее оттуда вывезли ребенком. То есть она американская гражданка. А значит и сын тоже. И московские диссиденты помогают ей, приехавшие из литовского села в столицу, получить документы в посольстве США. У них был такой огромный стол, за которым они сидели. Там был Сахаров, была его жена Боннер. По дороге в посольство могло случиться что угодно, и они обсуждали стратегию. Листок бумаги переходил из рук в руки, пока они сидели за круглым столом. Когда все прочитали инструкции, листок поднесли к свече и сожгли. Потом Сергей Ковалев сопроводил мать Симоса в посольство, а на следующий день провел пресс-конференцию об этом событии, и его арестовали. Но бумаги оформили, Кудирку освободили, и он уехал в США. Хэппи-энд. I present to you the great Lithuanian patriot who has returned home to the United States of America, Simas Kudirka. Сейчас уже изменили то, что Запад, я тоже не слышал такого случая, вот такого, кто-то мне что-то пришло в голову, что кого-то вернули. Это вы потому что в исторических документах сидите? Есть такие случаи? Я в исторических документах сижу, но сейчас, как говорится, я мыслю, что из Литвы кто-то уехал, но сейчас никто не уехал. Я-то про Россию думаю. Да. И иногда мы живем в других таких понятиях, да? Жителям западных стран, правда, трудно понять, что такое для россиянина получить визу, а тем более убежище сейчас, когда Россия воюет с Украиной. В 22 году русский язык это была экзотика. Ты из другого континента приехал, что у тебя Путин за тобой гонится, а ты против войны, ничего себе. То есть отношение было более мягким и так далее. Конечно, львиная доля среди них была тех, кто просто решил бежать, потому что ворота в Америку открылись. И я им говорила: ребята, вы с вашими фальшивыми одиночными пикетами, как Шура Балаганов, ваши рыжие кудри примелькаются и вас начнут бить. Прошло всего там 1,5-2 года, и отношение к россиянам на границе изменилось не потому, что типа, что вы там украинцев убиваете, нет, а потому что именно елись миграционные власти. При этом заявления большинства россиян США получают одобрение. Свежая инфа 85%. Остальные подают апелляции, дальше уже долгий процесс. Отворот-поворот получают единицы. Но фактор войны остается. Абсолютно точно власти США смотрят на бегущих из России как на людей, которые потенциально могут быть агентами, шпионами, которые прикидываются членами НКО, журналистами. Я вам приведу примеры. Я лично разговаривала с людьми, которые работали в ФСО. Они мне рассказывали, как они переходили границу. Их допрашивали ФБР в Сан-Диего, потом их допрашивало ФБР в Нью-Йорке и так далее. То есть они прям не скрывая приехали, сказали: мы из ФСО, мы готовы сдать что-то. Но это единичные случаи. То есть единичные случаи, когда человек признался. А так побежали просто агенты всех мастей, побежали вагнеровцы. Боже, как бежали вагнеровцы, вы не представляете, у меня личка была завалена, просто завалена. А, сука, вся система нынешнего, Министерства обороны, ведение боевых действий устроено так, что все, кто там находится, все расходный материал. Это как раз вагнеровец по имени Евгений попросил убежище в Финляндии в июне 25-го, но финны нашли в сети разные его видео, например, такое вот из захваченного украинского Селидова. Да, прогулка по Селидову, победа, родной! В ноябре Финляндия вернула Евгения России. Когда мы уже сняли все интервью, выяснилось, что прямо сейчас с одним россиянином происходит что-то очень похожее. Не на вагнеровца, а именно на Кудирку. Только человек бежал не из Литвы, а в Литву. А это кадры июня 2025 года. Незаконно покинувшего поезд Даниила ищут сотни представителей литовских пограничных служб и полиции с привлечением поисковых собак, дронов и вертолета. Даниил Мухаметов, житель подмосковного Домодедово, в марте 25-го получил повестку из военкомата, но туда не явился. А в июне, проезжая по территории Литвы на поезде, выпрыгнул на ходу. Для меня это был
на мой взгляд, единственный способ выехать из России. Опаснее всего было находиться в России и продолжать. И поэтому я пошел на этот риск. Готовимся, готовимся, готовимся. Ведь неизвестно, когда он может появиться. Если бы он был литовцем, то это было бы обычным делом. Но этот нет. Таких нам не нужно. Разыгралась, такая прям настоящая кампания травли. Люди не знали про Данилу ничего. И они его сразу немедленно объявили возможным российским диверсантом, возможно, он там связан с российскими спецслужбами, возможно, там еще что-то. Но то есть его так везде, по всем медиа сформировали имидж такого, российского шпиона. Из-за моего гражданства здесь, основываясь на том, что Россия ведет войну на территории Украины, предвзятое отношение подозрительное к россиянам, как к возможным диверсантам, шпионам и тем, кто может провести какую-то атаку уже на территории Евросоюза. Короче, Даниил тайно перебрался в Финляндию и попросил убежище там. Финны отказали. По формальным причинам дело должна рассматривать страна, в которую он первую въехал, точнее, впрыгнул в его случае. Возвращаться в Литву Даниил опасается и вообще залег на дно. Today, Simas Kudirka lives and works in America. A free man. Симас Кудирка, возвращенный в СССР, отсидел 4 года, потом таки уехал в Штаты, а когда Литва стала независимой, вернулся и последние годы прожил дома. Через 50 лет после того случая мы вместе с Симасом снимали на том самом корабле береговой охраны «Vigilant». Понятно, что был уже другой капитан, другая команда. И после съемок Симас сказал мне: «Знаешь, я спросил капитана, что бы он сделал, окажись он в той ситуации». И капитан ответил: «Я офицер, нужно выполнять приказ». Я помню, Симас тогда ужасно расстроился. Год назад я снимал историю про россиян, которым в Европе отказали в убежище, и как они все равно пытаются зацепиться. Сейчас проверил, у кого как дела. В Россию никто не вернулся, кому-то поверили, разрешили остаться, кто-то измучен многолетним ожиданием, а кто-то даже на связь не выходит, но общие знакомые рассказывают, видели, как чел поддатый ходит в магаз за бухлом. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь, лайкайте и пишите, что думаете про тех, кого не пускают на Запад, и про тех, кто не пускает. И все-таки не верится. Неужели все повторяется? Неужели, как с Кудиркой, нет человека, нет проблемы, и Даниила Мухаметова вернут в Россию?